Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим сценический синтезатор Yamaha YC61. Это потрясающе звучащий инструмент, действительно, который создан для сцены. Почему? Потому что здесь понятное управление, практически все органы управления находятся на главной панели инструмента. Это все быстро включается, регулируется вот такими металлическими переключателями. Вообще сам корпус металлический, клавиши такие, при том, что они достаточно легкие, чувствуется, что они прочные. Вы, возможно, обратили внимание на эти фейдеры. Это регистры органа. И вообще весь инструмент с большим очень упором на органное звучание. И орган здесь звучит действительно потрясающе. Эти фейдеры очень качественно выполнены. Чувствуются щелчки, когда вы ведете фейдер, для более точной регулировки. И еще они подсвечиваются. Вот, как вы видите, индикацию на самих регистрах и где они именно находятся. Для чего это нужно? Для того, чтобы, переходя от одного патча к другому, вы видели, где находится та настройка, которую вы сохраняли, и вы можете подвести фейдер на нужную позицию, и у вас будет именно тот звук, который вам нужен. Значит, что касается вот этой органной секции, здесь все нужные настройки для органа. Вот такие удобные фейдеры, опять же, для pitch bend. И также для органной секции это включение Лесли сильного вращения, слабого вращения. И есть клавиша, которая совсем выключает эффект ротори. Также вот такой фейдер, скажем так, с запоминающейся позицией, то есть без пружинки, для модуляции. Что еще хочу сказать? Действительно хорошо звучащий блок эффектов. Вот есть отдельный спикер-амп. Здесь перегрузы, которые, опять же таки, можно включить на любой из тембров очень быстро. Есть разделение и наслоение одного звука на другой. Тоже это все происходит на лету. Ну и очень важная, кстати, вещь, что блок питания находится прямо в инструменте. То есть вы просто включаете обычный сетевой провод в инструмент, и уже блок питания не валяется где-то там на сцене. Это очень важно. Давайте рассмотрим, какие есть входы в этом инструменте и выходы. На задней панели имеется выход для наушников, выходы левый и правый, входы, также два джека и отдельный регулятор гейна. Огромное количество входов, их целых 4, для различных педалей сустейна, назначаемой, и foot control для различных использований педалей. Также MIDI вход и MIDI выход. 2 USB, USB to device, и для подключения к компьютеру, чтобы использовать ее как MIDI клавиатуру. Давайте послушаем этот легендарный звук рояля CFX. Потрясающая детализация. Вы просто послушайте, как звучит верхний регистр. И, например, как звучит нижняя октава. Достаточно большой динамический диапазон на клавиатуре. И вот перед тем, как мы все-таки начнем играть и слушать этот тембр, хочу отдельно сказать про клавиатуру. Она очень удобная, как бы скругленные клавиши, которые позволяют вам выполнять любые техники игры на органах. Это очень круто, но при этом и играть тембром рояля на нем тоже удобно. Клавиатура позволяет передать все нюансы вашей игры. Поехали.
Клавиатура типа Waterfall, которая позволяет вам выполнять следующую технику, используемую на органе. Перед тем, как мы начнем слушать орган и рассматривать секцию вообще органа, как он работает, хочу обратить ваше внимание на функцию Live Set. Так как звуков здесь действительно очень много, а играя на сцене, вам нужен быстрый вызов всех нужных параметров, которые вы накрутили. Это и эффекты, и разделение клавиатуры, и нужные позиции регистров. Вы можете сохранять это в Live Set, и одним нажатием все позиции инструмента меняются в точной вашей настройке. Итак, давайте послушаем 4 варианта звучания органов. Давайте подробно рассмотрим, как работает секция органа. Выключим все эффекты и с помощью этого тумблера, переключателя, который сделан из металла, очень приятный по ощущениям, мы включаем и выключаем всю секцию целиком. Отключаем перкуссию и все положения регистров ставим в максимальное значение. Также есть предрайв, берем его тоже в 0. Давайте посмотрим просто в разных положениях. Например, оставим верхние регистры и добавим предрайва. Также можно добавить перкуссию. Несколько выборов перкуссии, уберем все регистры и послушаем, как она звучит вообще. А теперь добавим регистров. Здесь есть несколько основных звучаний органа. Итак, опять же отключаем перкуссию, предрайв. И давайте послушаем просто, как они звучат. То есть это самые классические звучания органов в этом инструменте. Итак, выбираем левую руку. Классный саб-бас, который, опять же, можно сделать немного предрайва. И теперь вы можете использовать сплит. У вас в правой руке будет положение, вот, например, все регистры в положении максимум. И левая рука играет бас.
И если что-то не хватает из регистров, можете добавить. Эффект Лесли – это большой такой ящик, в котором вращаются динамики в разных направлениях. Здесь все это управляется двумя кнопками и вот таким джойстиком, который вообще используется как пич, но в данном случае управляет скоростью вращения этих динамиков. Итак, сейчас находятся регуляторы в положении slow. Дергаем этот джойстик, и он переключается на fast. Вы также можете остановить совсем эффект Лесли, нажав кнопку «Стоп». Очень мягко, плавно останавливается вращение динамиков. Еще немного про сплит в органной секции. Значит, левая рука, отдельно значение октавы назначается отдельно на левую руку и на правую руку. У нас минус 2 октавы, а в правой руке плюс 2 октавы. Ну, соответственно, меняем обратно в минус 2 октавы правую руку, а левую, наоборот, поднимаем в плюс 2 октавы. Это очень удобно. Послушаем звучание электрофано. Здесь их очень много. Все классические тембры электрофано здесь присутствуют. Это и Suitcase, это и Wurlitzer, и DX и так далее. Ну, также и клавесины, различные маримбы. Тут много звуков. Вот этим нобом вы переключаетесь между выбором пианино, электропианино, синтезированных звуков, разные подклады, лиды и другие звуки, например, как скрипки и так далее. Итак, ну давайте послушаем, например, пару вариантов звучания DX. Это уже FM. Есть также FM-клавесины. И, например, классическая Rhodes пиано. Обратите внимание, между переключениями звук не обрывается, что тоже очень приятно.
Итак, мы говорили, что это очень крутой сценический инструмент. Это действительно так, потому что каждый блок отдельно включается и выключается, и все основные настройки находятся на главной панели. Мы взяли классический Rhodes пиано. Допустим, мы хотим добавить тремоло. Включаем эффект, выбираем тремоло, настраиваем глубину и скорость этого тремоло. Например, мы можем выбрать автопанораму. Включаем еще один эффект, например, компрессор. Тут также его основные параметры находятся на основной панели, и также можно все это дело подстроить. Слышите крайнее положение компрессора. Делаем его чуть мягче. Выключаем компрессор. Слышно, да, что с компрессором звук более собранный. Отлично нам это подходит, и в процессе игры мы можем играться с этим, да, когда-то сделать мягче звук, когда-то добавить автопанораму, управлять ей, и все это просто будет происходить на лету. Итак, следующий блок эффектов, например, фейзер. И, кстати, в этих последующих блоках вы можете выбрать включение этого эффекта на какой-то из основных блоков. Это орган, первые клавиши, то есть, допустим, это первая рука, и та, которая будет наслаиваться, вторая рука. Итак, сейчас у нас один из основных звуков. Опять же, вот этой клавишей легко выбираем нужный нам эффект, пусть это будет фейзер. Или, например, это может быть delay. Также мы можем delay настроить по тап-темпо. И резко выключить его, когда нам это нужно. Помимо этого есть спикер, амп. Со всеми нужными настройками. И здесь достаточно большой выбор этих спикер подгруживаний. Выключаем. И также ревер. Получается, что звук в реальном времени можно изменить до неузнаваемости.
Также есть возможность управлять фильтром и эквалайзером. И, правда, регулятор всего один. На этом параметре, к сожалению, классно то, что здесь есть разделение клавиатуры и наслоение одного звука на другой. Итак, мы включаем второй звук. И к этим двум звукам вы также можете добавить орган. Или один из блоков в процессе быстро выключить. И других разных звуков здесь тоже большое количество. В заключение этого ролика хочу сказать, что это обалденный инструмент, он вдохновляет каждым своим тембром. Все тембры, будь то пианино, электрофоно, органы и даже синтезированные пэды, все в нем звучит достойно. Все регуляторы очень приятные по ощущениям, чувствуется, что он сделан очень качественно, корпус мощный, при этом сам легкий, блок питания прямо внутри, достаточно выходов для педалей, контроллеров, управления, очень легок в использовании и достаточно понятный при первом использовании. Это очень крутой инструмент Yamaha YC61. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока! Давай. Да, пишем? Давайте послушаем этот легендарный звук рояля Си. А вот это слышно было? Не критично, потому что у меня набьете. Сейчас послушаю. Подожди, не скрывай. Да, закрой, пожалуйста. Спасибо.